Здравствуйте. Рассказывай ты про себя. Кто ты? Кто ты? Ты решила начать с самого главного вопроса, самого трудного. Ты знаешь, я чувствую, что, наверное, целой жизни не хватит, чтобы почувствовать, кто мы на самом деле. Я человек. Просто человек, который всю свою жизнь изучает себя, который познает, который ищет, который находит и снова ищет. И просто человек, который чувствует эту жизнь, этот вкус. Это действительно вопрос, который вгоняет такую пустоту внутри. Наверное, мы здесь для того, чтобы познать Бога в себе. И все, что мы делаем с первого дня нашей жизни до последнего, мы познаем его через разные опыты, через общение с разными людьми, через познание себя, через все, что мы делаем в нашей практике, увлечения, мы познаем себя. Ты живешь здесь, Да. на Бали. Как? Почему? Ну, я это называю хорошей кармой просто. Хорошая карма, Да. надо заслужить Да. ее. С чем привыкал или как? Почему именно здесь, именно в Бали? Как ты решилась? Ну, мой путь начался давно и очень интересно. И я родилась в Донецке и большую часть жизни прожила там. И началась такое не совсем приятное событие. Это война в Донецке, которая вынудила меня физически переехать от родителей, от близких людей. Это то, что было не совсем комфортно, не совсем запланировано, но это то, что произошло в моей жизни. И я почувствовала тогда, что всегда стремительный рост, он происходит, когда мы выходим из зоны комфорта. И после того, как началась война, я улетела в Киев и начала жить там. Прожила там несколько лет. Работала, занималась любимыми делами, все было прекрасно. Новое окружение, новые люди, новая энергия, новый город большой, новые возможности. Я начала очень много изучать тогда в Киеве, начиная от сыроедения, заканчивая веганством, энергетическими практиками, ведической культурой, Вадим Зеланд и вообще что только не было в моей жизни, огромное количество книг и просто тонны информации. Вот это чувство внутри, что тебе нужно в Азию, тебе нужно... Даже не было какой-то конкретной страны, в Индию, в Таиланд, на Бали. Бали вообще тогда не было в моем поле вообще понимания. Просто тебе нужно в Азию. Почему, что? Ну, ты не можешь это объяснить умом. Это вот на уровне состояния, ощущений. Вот тебе туда нужно. Какая-то невероятная связь с Востоком, с вот этой культурой. И главный вопрос, который вообще не покидал меня, не давал мне просто спать спокойно тогда в Украине, как вот мы живем здесь, да, можно сказать, в Европе, люди, которые постоянно стремятся к материальным благам, да, то есть они стремятся купить квартиру, купить машину, потом поменять квартиру на большую, машину на другую, путешествовать, как-то все про материальные блага. И мне стало интересно, а как люди живут в Азии, как? Не имея ничего совершенно, не имея денег, живя практически в картонных коробках, почему они такие счастливые? Что они там употребляют, что они там курят? Таблетки. Таблетки. Что там происходит и в чем для них счастье? Что они такое знают, что не хватает нам для осознавания? Потому что я общалась с огромным количеством обеспеченных людей в Украине, и я понимаю, что вот не горит глаз, вот вроде бы есть все и даже больше. Но нет чего-то более глубокого, и жизнь теряет вот ее полноценный вкус и вообще смысл, и люди ищут. Думаю, как же они там, вот что они там практикуют, или как они там живут. И в какой-то момент я решила поехать с билетом в одну сторону. Это было непросто, это был такой период, когда ты ныряешь все свои страхи, прыгаешь просто со скалы в неизвестность, в непонимание, куда, как, что, чем ты там будешь заниматься, ты не знаешь ни одного слова по-английскому, у тебя никого там нет, родители, друзья, все здесь, куда ты едешь, что вообще, как. И тебе же, в принципе, в Киеве комфортно, куда тебя несет вообще, все хорошо, да, все абсолютно было. Но вот это ощущение, что тебе нужно, и ты не можешь ничего, то есть ты живешь, тебе хорошо, но этот голос, он не покидает, то есть он тянет тебя и притягивает, и зовет. И так сложились обстоятельства, что я все-таки через несколько лет рискнула и уехала в Таиланд с билетом в одну сторону.
в тотальную неопределенность и непонимание, куда и что. И первые полгода я благополучно вкладывала в себя все деньги, которые я привезла, на все практики, на все медитации, на всю энергетическую составляющую этой жизни, на всех гуру, учителей и всех, кто как-то мне откликался душевно, я везде ходила. Со мной случился опыт випассаны, это ретрит молчания, медитации, и у меня тогда вообще такое расширение сознания произошло. И прожив полгода в Таиланде, тогда я почувствовала, что мне достаточно, нужно двигаться дальше. Я полетела в Индию, тоже на випассану. Супер. Ты делала 2 раза? Да, ну уже 3, да, уже еще на Бали, да, уже немножко позже было. И Индия для меня раскрывалась разными красками от «О боже, ужас, я хочу домой», до «Какая тут духовность и глубина». Индия, и да, вот эти вот крайности позволяли мне видеть этот мир широко и позволяли общаться с людьми и видеть в них действительно Бога. Я реально видела людей, которые живут в картонных коробках, но при этом у них такие счастливые глаза, при этом им достаточно, им не нужно. Они будут благодарны, если что-то придет, но им достаточно. И я училась этому. У меня не было действительно материальных благ, у меня был такой период в жизни, когда мне этого было не нужно, я не понимала, зачем. Ну, мне, в принципе, все есть, что мне нужно, состояние, да, в состоянии. И я в тот момент отказалась от косметики, украшений, каких-то нарядов. У меня там... Не скажешь. Да, сейчас уже да. Но это такой был минимализм вообще в моей жизни, и такая определенная крайность в духовности, да, то есть я много практиковала, много медитировала, много была в этой соединенности. Но побыв какое-то время в Индии, я почувствовала, что я не хочу там жить, что мне нужно двигаться дальше. И когда я жила еще в Таиланде, встречались люди, которые говорили, что в этом мире есть такой треугольник духовности. Это Бали, Панган и Гоа. Да, даже Убуд, я бы сказала, Панган и Гоа. Думаю, так, ну хорошо, на Пангане я жила полгода, на Гоа я тоже поприсутствовала, побыла там. Осталось Бали, осталось поехать в Убуд. И вот таким образом я оказалась здесь. И я приехала, и как только самолет приземлился, я ничего не знала о Бали, никого здесь не было. Бали тогда не был таким популярным, как сейчас. И как только приземлился самолет, у меня просто был такой отклик в сердце, никогда такого в жизни не было. Было. И внутри был отклик: ты дома. Да, я тоже самое. Я всегда, когда здесь, я просто... У меня слезы всегда, и я чувствую, что я дома. Да. Это невозможно объяснить в словах. И Бали — это остров, которых всех впускает, но по-настоящему принимает очень немногих. И я очень благодарна этому волшебному острову в моей жизни, который вообще показал мне жизнь, раскрыл меня, все мои таланты, дары, способности, познакомил меня с самыми невероятными людьми вообще в этом мире. Просто такая концентрация невероятных, фантастических людей я не встречала вообще нигде, ни в одной стране мира, ни в одном. Господи, это такой малюсенький, маленький остров на этой огромной планете, но он такой сильный, он такой мощный. И вот так я оказалась здесь. И вот здесь я живу больше 3 лет уже. Что ты делаешь здесь? С чем ты занимаешься? Ты знаешь, наверное, самое главное, чем я здесь занимаюсь, это наслаждаюсь жизнью. Да, самое главное. Я не знаю, что в жизни может быть дороже этого состояния. Просто наслаждение, присутствие, радости. И параллельно я делаю что-то еще, да? Что? Ты знаешь, каждое утро я просыпаюсь, и после своих практик физической активности и медитации я внутри себя чувствую такую молитву. Молитву чему-то большему. Для меня Бог, Он един, Он во всем. И вот я к чему-то большему обращаюсь и говорю, что вот Ты наделил меня определенными способностями, талантами, дарами, знаниями, каким-то опытом жизненным. Как я могу сегодня послужить Тебе? Как я могу сегодня помочь кому-то в чем-то? Может быть словом, может быть объятием, может быть взглядом, может быть каким-то физическим присутствием, может быть каким-то делом. И просто покажи мне, пошли мне тех людей, которым я реально могу быть полезна сегодня. И я каждое утро прошу
Бога послать мне людей, чтобы я максимально была полезна кому-то. Потому что я знаю, что все, что мне дано, это не мое. Это то, что было заложено для чего-то. И вот я у него прошу, для чего? Да, покажи мне для чего. Создай для меня условия, обстоятельства, возможности, чтобы я могла служить тебе через кого-то. И таким образом в моей жизни случился просто массаж лица. Это не просто массаж лица, это такая трансформационная сессия, которая просто через руки происходит. И он действительно случился, потому что я занималась вообще всю жизнь совершенно другими вещами. Я никогда вообще даже подумать не могла в своей жизни, что я когда-то буду делать массажи. Да? Ну, это совсем мне не было интересно, это просто вот в один момент произошло, потому что я развивала очень много практик энергетических, и начали активироваться руки. И я не знала, что делать, да, что вот я чувствую энергия через руки. Я начала ходить к балийским целителям. Я говорю, что это такое, руки горят, ночью просыпаюсь. Это у тебя энергия. Я говорю, окей, что делать? Он говорит, ну ты целитель. Я очень долго не верила и смеялась с этого. И я говорю, маме моей скажите, я целитель. Что делать? Как целить? То есть просто приводить людей, класть им руки, что делать? И я просила также что-то большее в моей жизни показать, через что я могу это проявить. И таким образом пришли учителя, пришли люди, которые проводили вот через массажи лица, через разные техники. Но я чувствую, что это больше, чем тайский, китайский, японский, даосский массажи. Это что-то больше, что идет параллельно, что я не могу выключить, что идет вот просто в виде энергии, в виде такой божественного потока. И я всегда говорю, что массаж делаю не я. Это то, что просто происходит через меня. То есть я просто провожу эту энергию. И, безусловно, те знания, тот опыт, которому я обучалась, я это все миксую, и что-то происходит. И опять же, когда что-то происходит с людьми, я всегда эти заслуги присваиваю чему-то большему, потому что я понимаю, что все эти слова благодарности, которые они говорят, все эти слезы, радости, все, что они испытывают во время сеансов, я понимаю, что просто спасибо, что я могу, что я могу тебе послужить вот так, что хоть на одну секундочку, хоть кому-то я могу сегодня быть полезна. И это такое счастье, я не знаю, что в жизни может быть дороже состояние, когда ты можешь просто кому-то быть полезен. Что ты понимаешь, что ты, даже если ты сегодня вечером умрешь, то сегодняшний день и вообще всю свою жизнь ты прожил не зря. Это такое очень ценное для меня состояние. Если говорить, что еще, то однажды в мою жизнь пришел вкус жизни. Да. Не только в физическом ощущении. Изначально это был такой кукинг-класс. Изначально мы просто готовили сыроедную еду. Но потом начали приходить какие-то невероятные люди, и этот ретрит, эта практика, этот день, он начал очень сильно трансформироваться. И я всегда говорю, что вкус жизни делает не еда, не место, не я, а вы. Все люди, которые его создают. Я была там. Вот ты в том числе была. Это необъяснимо. Это необъяснимо. Лучше быть здесь и понимать, да. И мы готовим, безусловно, мы готовим, но не просто о рецептах, да, то есть не просто, наверное, сейчас уже ни у кого не удивишь никакими рецептами, все абсолютно в открытом доступе, но мне хочется передавать что-то большее через приготовление, про внимательное приготовление, про осознанное, о том, как мы можем быть в моменте, как мы можем готовить и быть в этом приготовлении, быть этим манго, а не думать о чем-то дальше, да, что там мы сегодня будем делать, а конкретно быть в этой секунде, в этом моменте, вот когда ты разрезаешь, когда ты что-то взбиваешь, когда ты касаешься руками продуктов и когда ты берешь в руки помидор, ощущая, да, что этот помидор, в нем есть солнце, в нем есть земля, в нем есть огромное количество людей, которые сделали его, да, с помощью также чего-то большего. И ты берешь, и когда ты его кушаешь, ты вот всю эту благодарность, весь этот вкус ощущаешь внутри себя. И тогда это такая тантра с едой. Это не просто приготовление. Да, и очень многие женщины не любят готовить. Почему? Потому что это какой-то стереотип хозяйки в фартухе, да, что она там целыми днями на кухне. Я хочу, чтобы люди учились готовить из состояния богини, божественного, в красивых нарядах, я не знаю, с музыкой, танцуя, когда ты можешь петь и заряжать еду своей любовью. И тогда эта еда, она просто априори
невероятно божественно, и даже не важно, что вы едите, не так важно, а важно вот это состояние, которое вы подкрепляете едой. И, конечно, этот кукинг-класс со временем начал превращаться в разные практики. Мы начали кушать закрытыми глазами, танцевать закрытыми глазами, метафорические карты, общение, вопросы-ответы. Ну, это всегда очень индивидуальный процесс. Я никогда не готовлюсь, я всегда чувствую, кто приходит, с какими запросами, и практики, они рождаются надо, уже в процессе, да. И ну, это всегда какая-то магия, потому что девочки приходят одни, и в конце вечера они уже готовы крестить детей друг друга, уже готовы уезжать путешествовать, уже вместе жить, я не знаю, это какая-то магия родства, потому что ну, никто не приходит случайно, ты знаешь сама, что ни одна встреча не происходит случайно, это все настолько кристально совершенно в этом мире, и ты понимаешь, что ну как еще? Да, ты сказала про счастье. Что для тебя счастье? Счастье — это чувство. Как ты бы рассказывала нам про счастье? Это такое красивое слово именно на русском, да? Счастье. Да, счастье. Вообще само слово «счастье» — это быть частью чего-то. Да. Да, вот с частью. Да. И для меня счастье — это быть частью чего-то большего. Для меня что-то большее — это та сила, которую я чувствую всегда внутри себя. Это сила, соединенность с Богом. А Бог для меня — это все люди, это природа, это вообще сила, которая просто ведет. И вот когда мы уходим от нашего мыслительного процесса, от нашего ума беспокойного, и мы соединяемся вот в эту тишину, погружаемся вглубь себя и понимаем, что я просто есть. И мне для того, чтобы просто быть, для этого просто осознания, что я просто есть, ничего не надо. Не нужно никуда уезжать, не нужно ничего покупать. Просто осознать, что я есть. И вот в этом я, твой вопрос, кто я, да, и вот в этом я просто столько всего, все поколения, я не знаю, вся сила, заложенная в тебе, соединенность с чем-то большим, когда ты видишь, что через тебя что-то происходит, как кто-то ведет твою жизнь, сводит, как кто-то рисует все каждую секунду. И вот соединенность с чем-то большим для меня есть счастье. Я очень часто соединяюсь через природу с этим большим. Я очень чувствую счастье, когда вижу закат, когда вижу рассвет, когда стою под водопадом и ощущаю себя этой водой, этой капелькой большого океана. И это очень трудно передать словами, но в этом мире очень много всего сделано руками человека. И это потрясающе. Арабские Эмираты, небоскребы, Сингапур. Я не знаю, такие потрясающие страны, которые ты смотришь и думаешь, господи, как это вообще возможно создать руками человека? Телефоны, да, вот сколько всего вообще в современном мире, современные технологии. И я понимаю, это прекрасно. Это то, что можно создать руками человека. Но природа тем удивительная, потрясающая, что мы никогда не способны повторить лист, или океан, или дерево, или манго. Мы никогда не... Это то, что больше, чем жизнь, это то, что больше, чем мы, это то, что просто есть, это то, что создано. И когда ты видишь эти величественные горы, и когда ты просто стоишь на берегу океана и слышишь эту мощь, этот звук, и как тебя сносит вообще, ты думаешь, что это? Как? Главное, чтобы мы слышали, да? Да. Чтобы мы заметили да. это. Вот природа позволяет тебя услышать, когда ты действительно хочешь внутри, ты приходишь в какое-то место, неважно, любое место, вот океан, просто вот в любой, и просто становишься голыми ножками на землю и говоришь, я готова принять всю любовь этого места, покажи мне, дай мне эту любовь, я просто принимаю эту любовь. Земля, она как мама, она любит безусловно. Не потому, что ты какой-то толстый или худой, рыжий или белый, вообще не важно. Вот она просто принимает безусловно, но нужно открыться, нужно сказать, я готова, я принимаю всю любовь, я принимаю всю любовь этого океана, я принимаю любовь этого восходящего солнца и провожаю с благодарностью этот закат. И вот просто соединяться, это и есть медитация, это и есть счастье, когда тебя нет. Когда ты становишься этой водой в этом водопаде или в этом океане, когда ты и есть это солнце, которое уходит или приходит. И вот растворение какое-то, знаешь, и в то же время быть частью, быть этой капелькой огромного океана, это и есть счастье для меня. Ты говорила про медитацию. Ты практикуешь Да. медитацию? И
Какое твое мнение? Нам нужна медитация? Ты знаешь, если ты спросишь вообще о всех практиках вообще в этом мире, Да. которых миллиард, однажды, когда я поглощала много информации, я просто чуть не умерла от количества. Думаю, Господи, чем мне заняться? Мне нужно это, Всё хочу, и всё все хочу. хочу, все это важно. И когда в моей жизни случилась медитация, И, да, вот ты сказала, все хочу. А как понимать, что именно это хорошо для нас и так далее? чувствовать, Чувствовать, пробовать все и чувствовать, потому что критерий истины — это твои ощущения до и после практики. Если после практики ты себя чувствуешь как-то странно и нехорошо, значит, эта практика не твоя. Она может быть хорошая, но просто не твоя. А медитация для меня — это, наверное, одна из немногих практик, которая действительно настолько тебя погружает вглубь себя. А что такое погружать вглубь себя? Это вообще самое важное, потому что внутри все вопросы и все ответы. То, что ты ищешь, находится там, откуда ты ищешь. И, соответственно, ты есть любовь. Тебе не нужно ее искать нигде, ни на Бали, ни в мужчине, ни в ребенке. Ты есть любовь, ты источник. И все, что ты хочешь, источник ты. Соответственно, куда нужно идти? Я очень много лет путешествовала, дергала гуру у всех за ручки, расскажи мне, какое мое предназначение, кто я. И ты расскажи, кто я, и ты расскажи, вы все расскажите, кто я. А потом в какой-то момент ты все это внимание переключаешь вовнутрь, понимаешь, друзья, а вы не можете знать, кто я. Кроме меня никто не может знать, кто я. Но кроме меня кого? Жени или чего-то большего? И когда ты погружаешься через медитацию вглубь себя, через концентрацию, через дыхание, вот через вот просто такие, казалось бы, легкие упражнения, да, как концентрация внимания на какой-то точке, как просто, когда тебе, допустим, неудобно сидеть, ты хочешь поменять позу, пройти через эту боль, пройти через этот неудобно, да, понять, кому неудобно, и просто продолжить дальше, да. И через вот такие вот опыты ты начинаешь погружаться глубже, глубже, глубже и начинаешь доставать ответы. Иногда они на уровне ощущений и чувств, иногда не на уровне слов, а просто понимания, честности какой-то с собой, искренности, что я хочу вот это по-настоящему. Я могу делать вот это, вот это, вот это, но на самом деле в сердце только вот это. И я хочу дальше этим заниматься. И на самом деле у нас очень много вопросов к миру, к себе, вообще к жизни, но то, что есть внутри нас, это такая кладезь знаний, с которым мы можем просто соединяться. И этот источник, он всегда ждет, он всегда открыт. Он говорит, просто зайди ко мне, просто двери открыты, просто приходи. Это так же, как земля, природа. Просто встань и скажи, я готова принять. Вот, поэтому нужно медитировать. Нужно, не то чтобы нужно, да. Если у вас есть какие-то вопросы к себе или к миру, то если вы хотите действительно услышать ответ, то он находится внутри вас. Вы можете, есть очень много сильных людей, есть очень много сильных проводников. И я абсолютно не хочу сейчас сказать то, что не нужно никому ездить и вообще не нужно путешествовать, сидите внутри вас Бали и так далее, да. Безусловно, нужно. Нужно посещать других людей, нужно действительно коммуницировать, общаться, взаимодействовать, путешествовать, расширять свое восприятие этого мира. Но медитация — это то, что легко вы можете получить, где бы вы ни находились. Вам для этого не нужно лететь на Бали, не нужно искать целителей, не нужно тратить огромное количество денег. Это бесплатно. Это просто сесть там, где вы есть. Вам нужно для этого только пол. Ничего не нужно. А пол есть у всех. По поводу питания. Что ты думаешь? Важно питаться хорошо и правильно? Тут главный вопрос, что такое правильно? Да, и как... Что для тебя, какое именно питание лучшее для тебя? Это очень интересный вопрос. Мне кажется, на этот вопрос можно создавать отдельное интервью, потому что в моей жизни было очень много опытов питания, очень много. Наверное, последние 7 лет я экспериментирую. Мне в жизни дано такое тело. И я всю жизнь, сколько себя помню, пыталась постройнеть. Раньше в школе я сидела на всевозможных диетах, которые только были выдуманы человечеством. Потом, когда начала осознанность распространяться в моем уме, я понимала, что нет, что-то диета — это немножко не то, потому что как-то оно неправильно работает, некорректно для меня, нужно что-то другое искать. И тогда в мою жизнь пришло вегетарианство. Я почувствовала, что
Ну, скажем не так, я посмотрела фильм, и на утро я проснулась вегетарианкой. Это фильм «Земляне». Да, Это фильм, и я стала вегетарианкой в первую очередь не потому, что это не полезно есть мясо, потому что это все относительно полезно, не полезно, да, а больше с точки зрения жалости к животным. Я поняла, что когда я покупаю это мясо, я кармически участвую в том, чтобы этих животных убивали, потому что если я буду покупать, их будут продолжать убивать. И, конечно, в масштабах всей вселенной я там вообще чуть-чуть, но для меня, да, если каждый об этом задумывается, то это, наверное, мы можем действительно менять. И я посмотрела этот фильм, проснулась с глазами, как будто меня покусали пчелы, потому что я плакала всю ночь, и на утро я не кушала мясо, и до сих пор, вот уже, наверное, 7 лет, мне не хотелось. Наверное, если когда-то мне захочется, я его сейчас ем не потому, что, ну, наверное, есть множество причин, но самое главное, мне его не хочется. Мне его искренне в душе не хочется. И я его не ем поэтому. Ты думаешь, что для духовного развития нам помогает вегетарианство? Ты знаешь, если бы ты задала мне этот вопрос лет 5 назад, я бы сказала однозначно да, 100% да. Но сейчас, когда я встречаю просветленных людей, ну, скажем так, просветленных тоже такое относительное, людей, которые для меня действительно имеют значение, и я понимаю, что некоторые из них едят мясо, некоторые не едят, а некоторые живут там в горах Армении, и они действительно много всего понимают в жизни и чувствуют, но при этом они едят. Но у них да, едят, но при этом у них какое-то другое восприятие, они не едят его там с картошкой, с какой-то там огромной миской зелени, да, но не к этому. Я сейчас пришла к такому внутреннему осознанию, что очень здорово прийти к такому пониманию внутреннему, что не еда влияет на человека, а человек влияет на еду. И когда человек достиг уже такого уровня своего сознания и восприятия этой жизни, то он влияет на это мясо. И даже если он съест это мясо, оно зайдет самым наилучшим образом для него. Несмотря на много-много-много всего, что можно говорить сейчас о мясе, не очень приятного, да, я считаю, что человек, он больше, чем мясо, он больше, чем то, что он может думать. И если он действительно на определенном уровне сознания, то он влияет на еду. Мясо это будет или манго, неважно. Для него даже может быть мясо мангом, если вот он настолько действительно сильный. Но по себе я чувствую, что действительно я сейчас на том уровне сознания, когда действительно моя еда, она каким-то образом влияет на меня. То есть, когда я голодаю или когда я ем более легкую еду, мое сознание очищается. То есть даже просто когда я захожу на голод, на сухой голод или на воде, или даже на кокосах, я ощущаю себя в таком трансцендентном состоянии, немножко такой расширенность, да. Но при этом я понимаю, что это должно быть очень корректно происходить. Это то, что должно происходить интуитивно, когда тебе хочется. Не потому, что сегодня Экадаши, не потому, что сегодня полнолуние, не потому, что сегодня суббота или понедельник, а потому что твое тело сегодня не хочет есть. И я сейчас голодаю именно таким образом. Я просыпаюсь, понимаю, окей, сегодня я только на фруктах. Окей, сегодня не ем вообще. Окей, сегодня на кокосах, или сегодня я хочу есть, и я ем. Ну, то есть вот абсолютно интуитивно. Я это чувствую, потому что в моей жизни был опыт 48-дневного голодания. Да. И это такой интересный опыт очищения организма. Да. И были опыты... Ты была на Бали? Нет, я была еще в Киеве. Да. Были опыты 4-дневного сухого голодания, когда вот это тоже на Бали было, когда ты... Это непросто. Даже, наверное, 4 дня на сухом сложнее было, чем 48 дней на травяных чаях. Да, это вот такое прям тотальное расширенное сознание. У тебя внимание ноль, ты вообще такой где-то просто. Но зато это такая чувствительность в руках, такие вообще ощущения сознания. Но к этому нужно быть готовым не только вот здесь, а еще и внутри сознания. Потому что иногда люди идут от ума, и потом они не едят, и потом организм испытывает стресс, они потом едят в 2 раза больше. Да. И поэтому, чтобы не было вот этих вот крайностей, откатов, приходов, откатов, да, очень важно к этому дойти вот я хочу, искренне хочу. Не мне надо, это полезно, это модно, а я действительно хочу. Я вот сегодня хочу сделать паузу от еды. Пускай организм мой просто отдохнет сегодня, пускай там не будет никакого пищеварения процесса, да. А сегодня вот так. Я чувствую, мне комфортно, я займусь. Столько времени появляется, когда мы не кушаем. Господи, можно столько всех дел сделать.
Да, поэтому просто я сегодня займусь другими делами или как-то проведу время, как мне комфортно. Поэтому, если говорить на каком питании я сейчас, то на интуитивном. Супер, мне кажется, что это самое лучшее. Да, вот так же, как я говорю, то есть иногда я кушаю только фрукты, иногда я кушаю овощи. То есть в целом это, конечно, веганство. Да, то есть мне нравится сейчас есть теплую еду. Раньше, и когда я была 4 года на сыроедении, в Киеве, это было даже не в Азии. Да. Да, и это, конечно, был интересный опыт, когда ты приходишь зимой в дом, у тебя снежинки на ресницах, и ты ешь яблоки, а тебе хочется чая, но чай ты не пьешь, потому что все до 40 градусов. Ну, это классный опыт пройти и познать себя, почувствовать, потому что мы все очень разные, и я, наверное, только сейчас понимаю, что не существует какого-то одного типа питания для всех людей. Даже в аюрведе есть разные доши, да, и кому-то вот у меня тело вот такое, твое тело другое. И есть тысячи разных тел, сознаний, чувств, и мне больше нравится идти в глубину и понимать, с какими эмоциями мы кушаем. И когда вот мы... Очень важно кушать, чтобы жить, а не жить, чтобы кушать, да, потому что не нужно делать культ из еды, что еда это там что-то, это прекрасно, но жизнь намного больше, она гораздо интереснее, чем просто еда. И я люблю еду, да, я люблю украшать красиво, я люблю прекрасные рестораны, мне очень нравится, как люди украшают и вообще готовят, особенно на Бали, это особое вообще такое мое. Ну, я прям могу просто прийти и смотреть, мне даже кушать не обязательно, я наслаждаюсь от того вида просто. Но я также понимаю, что есть в этом глубина чего-то большего. Поэтому я чувствую, что хочет мое тело. И иногда это может быть вареная еда, иногда это какие-то гриль овощи, иногда это какие-то фрукты. Но недавно я начала изучать тему инсулинорезистентности и от того... И в какой-то момент я даже сократила значительное количество фруктов в своей жизни, потому что из-за скачка глюкозы там, и так далее, в общем, такая интересная теория, но опять же это теория ума. Важно ее сочетать также с ощущениями в теле, тебе как комфортно. И мне в какой-то момент действительно стало не хотеться большого количества фруктов. То есть я ела фрукты утром в маленьком количестве, и в принципе мое питание, да, и это был первый прием еды, и второй. То есть я кушала 2 раза в день без перекусов, а вот такие полноценные 2 приема, и мне было очень комфортно. То есть, к примеру, там в 11, например, в 4 у меня был прием еды, и утром я абсолютно с чистой головой просыпалась, то есть мне комфортно мне так было, моему телу комфортно. И есть даже такая, насколько я знаю, тип питания, там 16/8, да, или как-то так он называется. Вот мне комфортно, мне действительно очень нравится этот тип питания, когда нет перекусов постоянных, потому что помню сыроедение, ты съел яблоко, через 5 минут опять ты хочешь яблоко, через 5 минут опять ты хочешь, да, и ты постоянно ешь, потому что это быстрая глюкоза, которой нужно постоянно подкрепление, поэтому хочется больше времени уделять чему-то другому, а не постоянно еде. Думать о питании, да? Да, поэтому, наверное, главное, что хочется сказать, чтобы люди просто чувствовали себя и слышали. Потому что главное все-таки принятие себя, любовь к себе. Потому что я очень много лет в питании искала причину лишнего веса. Я очень хотела сбросить вес, и я просто изучала. Я на самом деле этому очень благодарна, потому что если бы не мое тело кармическое, да, вот, которое мне дано, я бы не изучала это все, потому что именно благодаря питанию я вывела, именно питание вывело меня на разные уровни энергетического вообще восприятия этого мира и просто расширенности сознания, потому что если бы не оно, может быть, я вообще не начала изучать то, что я начала изучать, да, эти книги и так далее. Поэтому я благодарна, но самое главное это вот действительно принятие, потому что вот если говорить касательно тела, то я действительно думала, что наше тело формирует только питание. Я изучила много всего, я много была на сыроедении, голодала, практиковала, мое тело не менялось. Я думаю, окей, наверное, тело это спорт. Я 17 лет тренируюсь большим теннисом, я тренер по большому теннису в том числе, и мое тело не менялось. Я думаю, окей, как это так? Спорт, питание, что же тогда еще? И есть такая штука, да, которая психосоматика, вот просто что-то другое. И поэтому, когда мы просто начинаем принимать, что, окей, вот у меня такое прекрасное тело, вот
мы все разные. И вот наша задача полюбить себя в том скафандре, в котором мы находимся, полюбить, полюбить, и тогда оно меняется, тогда оно трансформируется. Потому что когда мы начинаем из ума жестко изучать себя палкой с гвоздем, вот очень важно познавать себя нежно. Нежно, как будто ты моешь ручки маленькому ребенку. Вот так аккуратно себя познавать, так аккуратно себя развивать. А что я еще могу для тебя сделать? Что я сегодня хорошего для тебя сделаю? Как я могу быть полезна? Как тебе хорошо будет? И вот когда ты вот так разговариваешь с собой, тогда твоя жизнь и твое восприятие этого тела, людей вокруг, потому что наша нелюбовь к себе, непринятие себя, это же непринятие других людей. Да. Постоянно ты что-то находишь в других людях, да, что тебе не нравится. Но это же все мы, все люди исходят из нас, поэтому... Зеркало. Поэтому все, что мы можем сделать для всех, это полюбить себя. И тогда мы просто друг друга заряжаем. Абсолютно, да. Есть тонкая грань между эго и настоящей любовью. Да, тебе не нужно доказывать, ты просто тихо, спокойно благодаришь что-то большее внутри себя и просто спокойно любишь. Не нужно об этом говорить, это чувствуется, это исходит из твоих глаз, из твоего состояния, из того поля, которое ты создаешь вокруг себя. Тебе не нужно об этом в словах что-то кому-то доказывать, что ты классный. Просто будь собой, да. Как совмещать семейные отношения с личным духовным ростом? Это возможно? Как ты думаешь? И семья? Ты знаешь, я бы не различала эти две сферы. Семья и духовные отношения. Знаешь, это как невозможно совмещать благотворительность и жизнь. Да? Что вот есть люди, которые занимаются благотворительностью раз в месяц 10%. И есть жизнь. Так пускай жизнь твоя будет благотворительностью каждую минуту, каждую секунду. Да, благотворительность — это не то, что ты даешь деньги, отчисляешь какой-то фонд. Это то, что ты можешь кого-то обнять, там, что-то подарить ребенку, что-то кому-то, может быть, материально помочь, кому-то что-то словом, делом, знаниями. И жизнь — это вся благотворительность. Вот точно так же и в семейных отношениях, и вообще в духовности. Мне кажется, духовность, она как раз очень способствует развитию семейных отношений. Почему? Потому что ты познаешь себя, человек другой познает себя, и мне кажется, наоборот, только в семейных отношениях вы можете в такую глубину зайти, потому что ты сам можешь очень долго развиваться, очень долго копаться внутри, но партнер, который приходит, вы с ним можете быстрее взлететь и глубже. Поэтому для меня это одно. Я не различаю эти две сферы, это просто одна твоя жизнь, в которой есть много-много граней. А когда там женщина хочет развития в духовную личность, а мужчина хочет спать? Да, принимать. Принимать, да? Конечно, и любить. Вы же с этим мужчиной только не потому, что он не хочет развиваться, что-то есть большее. Да. Вы же полюбили его, и у вас есть какая-то связь. Что-то духовное, да, абсолютно. А это, кстати, один сценарий очень многих людей, кто переходит на сыроедение, всех тянет родителей. Да. Ты что, ешь мясо? Срочно посмотри это видео, прочитай эту книжку. Ты почему не медитируешь? Ну, это такой период, который мы все проходим, такой эго-период. Хочется причинить добро, хочется всему миру рассказать, давай, делай, пожалуйста. Показывать. Но самое главное, самое честное, самое искреннее, что мы можем сделать, это просто заниматься собой. И если людям это важно, если у них есть эта карма, если у них есть эти семечки внутри, они прорастут, и он сам спросит, или сам как-то найдет информацию, будет подтягиваться к вам. Будь примером, и все, да? Да. Будь примером и не настойчивым, просто будь. Вкладывать в энергию. Будь. Да. Такой, что ты думаешь про деньги? Они нам нужны? Деньги — это энергия. Энергия. Но деньги и Бог — это совместимо? Конечно. Это тоже самое, тоже деньги — это и есть Бог. Бог и есть деньги. Потому что некоторые боятся и говорят, что если там есть деньги, это грех. Это неправда же, да? Это неправда, потому что я, когда как раз у меня был опыт жизни в Таиланде и в Индии, у меня не было денег. В Индии, ты же как у меня не было денег, и я смотрела искренне на людей, у которых нет денег, они счастливы, думаю, зачем тогда деньги? Зачем вообще тогда все? У меня в Индии вообще много таких вопросов были пустотных. Зачем вообще это все? И я в этих вопросах могла неделями жить. Зачем? Зачем телефон? Зачем? Вот просто зачем? Зачем нужны деньги? Деньги — это энергия, и когда у нас есть деньги, мы можем помогать огромному количеству людей, мы можем делать еще больше, чем без них.
И деньги — это благо. И я очень люблю деньги, потому что деньги позволяют мне быть еще более полезной. Вот, да. Они позволяют мои знания, мой опыт распространять дальше. Через видео, через путешествия, Есть через взаимодействие с возможность людьми. делать, да. И более того, что такое деньги? Деньги — это также, что приходит через Бога. Да. И я каждый раз, когда мне приносят деньги за мои таланты, какие-то услуги, способности, я всегда первое, что делаю, кладу их на алтарь и говорю: благодарю тебя за этот щедрый дар, и прими, пожалуйста, от меня его, и позволь мне руководствоваться самым наилучшим для тебя образом. Они лежат, заряжаются, я их забираю обратно, и потом чувствую, куда бы я хотела это вложить дальше. То есть это, знаешь, это как фильм Было и «Передай полезно, другому». Да, то есть ты не просто взяла и спрятала куда-то, это то, что ты передаешь, потому что это то, что пришло, через тебя оно идет дальше, это не то, что остается в тебе. Чтобы складывать. Конечно, чтобы складывать в сейфы, чтобы оно там лежало. Деньги имеют такую способность, функцию движения. И если этого движения нет, так же, как и в человеке, если нет движения, нет этого роста, нет этого бурной горной речки, если мы уже в таком болотце застоялись, то человек угасает. Поэтому деньги — это как горная река, она должна постоянно двигаться, постоянно вкладывать. Но очень важно вкладывать в то, что тебе действительно в кайф. И тогда деньги приходят все возрастающим благо, оборотом, да? во благо, конечно, Во благо мира, конечно. Потому что удовольствие там. И как приходят деньги? Они приходят вот в моей жизни тогда, когда то, что я делаю, главный ориентир на ценности. Да. То есть в какой-то момент у меня было много проектов, в которых, ну, они были от ума, да, то есть я думала, ну вот нужно там курс записать, там это продать. А потом в какой-то момент я поняла, нет. Я закрыла все эти проекты, все эти курсы, в них было вложено очень много сил, энергии, ресурсов. Поняла, что я не могу. Вот просто не могу. Чувствовала, что нет. Я почувствовала, что я хочу. Я села в медитацию, и я начала плакать. И я говорю: я хочу действительно что-то делать полезное. Это классные курсы, это крутые курсы, но я не чувствую их. Я не чувствую, что я реально этим горю. Я хочу делать реально что-то полезное. Вот прям действительно. И вот вопрос денег, он будет пускай там на другом месте. Вот ценность, польза, она пускай будет на первом. И когда появились медитации, начала записывать медитацию голосом. Просто так, их дарить просто всем бесплатно, просто раздавать. Я поняла, что мне это в кайф. Я этого хочу. Аксесс-бары, массаж лица, вкус жизни, все, что я делаю, я чувствую сонастройку, я хочу вначале дать. Мне очень важно, чтобы человеку помогло что-то, чтобы он что-то внутри себя раскопал, какой-то вопросик, чтобы какое-то расширение произошло, чтобы немножко жизнь у него, хоть на немножечко, но изменилась в лучшую сторону. И я понимаю, что когда моя ценность, она в этом, то деньги, они не могут не прийти, они просто приходят. Но у тебя на них нет зацикленности. Ты понимаешь, окей, я благодарю, я передаю это дальше. Да, поэтому, безусловно, деньги нужны. Мы живем в современном мире, когда они действительно нужны. Но очень важно иметь к ним отношение правильное. Однажды у меня был в Таиланде момент, когда я приехала с определенным сбережением, и они закончились. И я понимаю, что я ничего не умею. Я взяла 2 теннисных ракетки с собой в Таиланд, думала, что я там буду тренировать. Это все, что я могла делать удаленно. Но в Таиланде не оказалось теннисного корта на том острове, где я была. И я поняла, что ну окей. И закончились мои сбережения. И я очень помню этот момент. У меня остались, ну, грубо говоря, я не помню, сколько это было в местной валюте, но примерно где-то $20. Я понимаю, это последние $20, от слова совсем последние. Нет на карточках, нет в заначке, нет в книжке, нет нигде. $20, и они последние. И ты такой, это точка такого дна, в котором я никогда не была. То есть я из нормальной, обеспеченной семьи, где всегда были деньги, все вообще хорошо. Но я понимаю, что я не могу звонить родителям. Ну, то есть я не хочу это мне нужно пройти самой сейчас. Я понимаю, что завтра я могу жить на пляже и просить обезьянку сорвать мне несколько бананов. Бананы, да? Да, потому что мне нечем платить за дом, мне нечего кушать. Ну, вот просто последнее. И я очень хорошо помню этот момент. Я сижу и держу эти $20 со слезами на глазах, с жутким страхом. И тут случился со мной такой вопрос доверия. Ты действительно доверяешь? Или ты сейчас будешь паниковать и звонить, занимать, как-то дергаться? $20, что ты на них хочешь сделать? И я в тот момент приняла такое, наверное, меняющее вообще всю мою жизнь и вообще отношение к деньгам решение.
Я понимаю, что я сейчас на эти $20 иду в самый лучший ресторан этого острова и заказываю вот самое лучшее, что я хочу, и то, что я могу себе позволить, там мороженое. И я еду на байке в этот ресторан с видом в океан, сажусь и говорю: принесите мне мороженого, много. И я сажусь. Что я сделала? Я на последние деньги кайфанула. Не заныкала их, чтобы, ну это же последнее, нужно спрятать, чтобы, ну, скопить, да, а прям отпустила. Тотально ушла в это дно и в это тотальное доверие. И я сижу, мне было так вкусно, мне было так красиво, мне было так хорошо. И в этом кафе мне приходит сообщение на телефон от моей подруги. Вот прям там, когда я сидела, закатывала глаза от этого мороженого, и она мне пишет: я не могу завтра выйти с ребенком посидеть бэбиситером, няней, да, не могу быть няней завтра. Ты могла бы меня заменить? И я просто раскатываюсь на этом стуле И мороженое поднимаю, вообще было вкусное, да? просто вот так. Я поднимаю ресницы вверх и говорю: просто спасибо. Спасибо. Да. И я начала сидеть с детьми в Таиланде. Супер. Супер. И это был такой вопрос для меня принятия. И всякий раз, когда опять какой-то страх, не было уже такого, что совсем нет, слава богу, но опять, когда этот страх: а что если не будет людей, что если не будет клиентов, что если... Не будет денег завтра, да, не будет завтра денег, то что тогда? И я такая: мороженое, $20 и доверие. И доверие. Просто доверяй. Главное насладиться, потому что деньги приходят тогда, когда ты действительно наслаждаешься. И любишь их. И любишь. И любишь и уважаешь эту энергию. Да. А ее равно Бога, потому что Он дает, через Него все идет. И ты с благодарностью их принимаешь и отдаешь дальше. Да. Дарить? Да. И, конечно, главный принцип денег: чем больше ты вкладываешь, тем больше к тебе приходит. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. Поэтому всегда чаевые, всегда щедро платить за все, что тебе предоставляют другие люди. И тогда тебя люди также будут щедро благодарить за все. Потому что как только ты где-то поджимаешь, как только ты обесцениваешь кого-то, моментально люди обесценивают тебя и немножко не ценят то, что ты делаешь в полном объеме. И когда я действительно почувствовала самоценность, когда я поставила такую приличную стоимость своих услуг, и такая: точно я могу на эту сумму. И когда люди действительно приносили в 2 раза больше, я думаю: Господи, да эта цена большая, ты еще в 2 раза больше, то ты уверен, ты не ошибся? И когда вот это вот чувство ценности, самоценности внутри появлялось, и ты понимаешь, что спасибо, опять же, эти услуги туда, потому что ты понимаешь, что деньги — это то, что идет через тебя. Да. Это не твое, ты не имеешь права их забирать себе. Это то, что идет, и ты отдаешь это дальше. Поэтому это очень важная энергия, которая должна быть. Должна быть. Да. И когда ты занимаешься любимым делом, деньги всегда есть. Они всегда. Это такой главный ориентир. Если нет денег, ты что-то не то делаешь. Что-то не нравится. Или просто еще не время. То есть просто продолжай. Потому что вот когда ты на своем месте, вот 1000000% деньги всегда будут. Всегда будут деньги, они будут возрастать, увеличиваться, потому что Бог, Он всегда щедро благодарит за то, что люди идут к своей душе, по своему предназначению, по своей миссии. Он никогда не даст чувствовать какую-то потребность в чем-то, потому что Он всегда щедро очень благодарит за это. Когда люди идут в свои страхи для того, чтобы соединиться со своей душой, Он всегда говорит: ты молодец, на. Иди дальше. Иди дальше, тебя поддерживаю. Скажи, пожалуйста, Да. что ты можешь советовать женщинам? Ну только так, коротко. Женщина, будь. Чтобы женщины познавали свою природу. Да. Это все, это самое всё, главное, да? это все. Когда женщина понимает, кто она, на что она вообще способна, когда женщина понимает, что ее состояние внутреннее — это состояние ее ребенка, состояние ее мужчины, состояние вообще ее восприятия мира, от которого она может так кайфовать, что зарядить всех вокруг. Что еще тогда нужно? Будь, да? Познавать свою природу, развиваться, соединяться с собой, быть собой, принимать себя, просто чувствовать себя и делать все из ощущений, из чувств. Я так чувствую, не могу объяснить, но я так чувствую. Не состояние ума, не состояние нужно, надо, а состояние Творца и ощущения, потому что это вот чувство,
женское, оно никогда не обманывает. Вот если ты чисто его слышишь, оно всегда тебя приводит вот во все нужные места и моменты. Поэтому просто знать свою природу и соединяться с ней через все возможные способы, методы. Кому-то нужен проводник, кому-то випассана, кому-то ретрит, кому-то просто, может быть, ребенка родить, Да. кому-то с мужчиной встретиться. У каждого свои пути, своя карма. Но, наверное, женщина — это такой основной двигающий ресурс этой вселенной. И когда мы действительно в своей природе, то тогда все в мире гармонично. Да. Тогда мужчина на своем месте, Да. тогда дети гармонично растут, тогда нет перекосов в мире, то есть все гармонично. Твое послание во благо миру. В каждом из вас заложено огромное количество силы, талантов, способностей. И у каждого из вас есть своя миссия в этой жизни. Иногда это очень страшно. Идти по пути своего предназначения, по пути своей души. Но помните всегда, что настоящий рост происходит, когда мы выходим из зоны комфорта. Когда мы идем туда, куда нам немножко страшно или очень сильно страшно. Когда мы идем туда, и дорога появляется под нашими шагами. Кажется, что там пропасть, но мы делаем шаг, и выкладывается дорога. Доверяйте, потому что это чувство самое главное, которое только может быть в жизни. Доверяйте чему-то большему, что ведет вас. Чувствуйте прикосновение Бога в каждой секунде в вашей жизни, в природе, в других людях, в ребенке, во всех ситуациях, во всех моментах, которые вы просто ощущаете. И любите, потому что любовь — это самое высоковибрационное чувство, которое только есть на этой планете. И благодарите за то, что вы просто есть. Мы достойны всего того, что мы имеем на данный момент. И вы достойны всего самого лучшего. Именно ты, кто смотришь сейчас это видео. Тебе не нужно ничего заслуживать, ты просто достоин по праву своего рождения иметь все самое лучшее, что есть в этой жизни. Просто поверь в это и поверь в себя. Я благодарю. Благодарю. Я благодарю тебя, дорогая.